то кино, которым мы занимаемся, туда приходят одни романтики. Одни романтики, влюбленные, какие-то сумасшедшие фантазеры. Потому что как бы другой человек, но не будет это делать. Прагматичный, там сухарь не будет. Очень важно выбрать такого актера, который тебе, безусловно, доверяет, как ты как слепой, собака-поводырь с ним. Ну, вот он должен точно провести зрителя в ту точку, в которую ему скажет режиссер. И он не должен ошибиться, потому что если он ошибается, ничего не получается. Многие готовы на подвиги ради того, чтобы сниматься с режиссером, который что-то, какие-то делает вещи серьезные. Ну вот у меня снимался один такой большой артист очень, такой он совсем был толстый. И я ему говорю, надо сейчас залезть на артистку, вот на главную роль и совершать фрикции ему. Надо раздеться, раздевайтесь. Он так вспотел от страха, он так испугался. И он привык, что так не делают ни в театре, ни на телеке. Я говорю, вы лезьте. Я уже сижу, говорю ему в рацию, лезьте быстрее, раздевайтесь, совершайте фрикции, совершайте фрикции. И он от ужаса происходящего и все делал, что я ему говорю, как малыш просто. Я говорю, мало, надо еще в неправильно. Можете фрикции больше совершать? И он говорит, я толстый. Я говорю, это нам нравится. Я видела, у него прям такие были вообще муки, но это проделал, и потом он... Я говорю, все, стоп, спасибо, это гениально было, говорю. И он встал потом с нее, мокрый весь, дышит, такой, дети, вы такие странные дети. Был такой сложный момент в сценарии, когда главный герой пьет свою мочу. Он так лечится вот в своем этом угаре и бреду, занимается таким самолечением. И сценарист написал эту сцену, но, конечно, когда актер ее читает, подразумевает, что это будет сниматься монтажно. Он бы писал в кадре в стакан, потом мы снимали бы его крупный план, а потом, когда мы показывали его обратно в стакан, там был бы, например, яблочный сок. Но это невозможно было сделать, потому что на тот момент верила, что это надо сделать по-настоящему, потому что так написано, потому что это мое кино, и я там как бы тоже душу изливаю свою, стараюсь. А тоже в какой-то степени свое сердце окровавленное кладу на алтарь русского кинематографа. И вот когда мы подошли к этой сцене, я вошла в комнату, где он был, так закрыла дверь за собой, а он смотрит на меня и говорит, ты серьезно? И я говорю, да. Я говорю, надо. И он просто вот сразу говорит, знаешь, только ради тебя. Но больше я так не сделаю никогда. Мы снимали 8 дублей для искусства. И так, знаете, в такой тишине вообще съемочная группа молчала, и для каждого члена съемочной группы это был подвиг. Потому что мужики там, техники, светики, еще там кто-то, они не понимали, они не могли себя поставить на место этого человека, потому что в их сознании это не укладывается. Но это надо было сделать из-за сакральности момента. И он это сделал в итоге. Я выбираю именно тех актеров, которые донесут мою личную эмоцию. Я сажусь, закрываюсь в комнате с актером и говорю, у меня было так. Иногда я показываю фотографии своих парней бывших, а иногда я рассказываю очень интимные, там, личные совсем подробности артисту. Я знаю, что никогда об этом не расскажет, но это ему необходимо, чтобы точно донести мое состояние до зрителя. Зрители потом, я вижу, как зритель плачет, как зритель трясет, как зритель приходит и говорит, пожалуйста, снимайте еще. Вот это доверие мое актеру, когда я говорю свои личные эмоции, переношу, что очень трудно. Я не могу так, понимаете, каждому взять и всю свою душу выворачивать постоянно. Мне нужен этот проводник. И этому проводнику нужна я. И они, когда слышат какие-то такие слова честные, искренние, они, конечно, очень начинают доверять тебе. С ними вообще можно все что угодно делать.